Всех приветствую! Сегодня у нас 1 мая, праздник. Я сижу в машине. У меня с собой, конечно же, мое вязание. С собой всегда у меня моя проектная сумка. Про нее уже не раз вам рассказывала. Очень классная, она двухсторонняя. Мастер-класс у меня на нее платный. Стоит всего 150 рублей, так что, если интересно, если хотите иметь такую крутую сумку с кучей карманов, очень вместительную, то пишите мне в любую соцсеть или на e-mail. Я, значит, сижу, довязываю ажурную кофточку из вискозы. Я уже, смотрите, связала одну планку. Здесь у меня висят маркеры. Это разметка пуговок. И где тут у меня? Вот, сижу, сейчас вяжу вторую планку. Уже сделала петельки для пуговок. Такие маленькие, аккуратненькие. Здесь будут много маленьких пуговок. Кофточка будет очень такая нежная, женственная. Классно получится. В общем, мне осталось довязать планку. Тут буквально пару рядов, закрыть петельки. И уже обработать горловину. Горловину буду делать сложной кетлевкой. Будет смотреться очень круто. В общем, я сижу в машине. А муж с сыном у меня вот пошли на стадион. Где-то они там ходят. Я даже их уже не вижу. В общем, гуляют по стадиону. Мы вообще сегодня ждем дочку, она у меня на занятиях, она в этом году идет в 1 класс и сейчас занимается с логопедом. У нас очень тяжело встает буква «Р», и вот мы ее тренируем, отрабатываем. Ну а мы пока ее ждем тут и развлекаемся как можем. Так, сейчас я пока отключаюсь, подключусь, наверное, к вам уже завтра или послезавтра, покажу продвижение по кофточке. Я еще, смотрите, я же еще, видите, сижу в этом же все еще снуде. Кто смотрел мою распаковку пряжи, я говорила, что хочу перевязать этот снуд. Этот снуд вообще, заводской, то есть он шел в комплекте с пальто. И я купила прикольную пряжу, меринго объемная от Comtex. Кстати, в очень классном магазине. Ссылку на него оставлю в описании. Магазин называется Ажур. И хочу перевязать вот этот большой снуд, потому что этот уже подистоскался. Буду, наверное, уже вязать его ближе там к концу августа, начало сентября, то есть уже когда начнется сезон. Потому что сейчас все-таки у меня в приоритете довязать уже эту ажурную кофточку. И приступить к летнему топу, который я буду вязать крючком. Меня многие просят мастер-классов крючком, потому что, говорят, это редкость на ютубе. Поэтому будем вязать топ крючком из хлопка. Все, давайте до следующего включения. Всех еще раз приветствую. Сегодня у нас 2 мая. Сейчас вам покажу продвижение по этой кофточке. Но сначала хочу рассказать по моему следующему проекту. Я уже вам вчера рассказывала о пряже мотылек и о том, что я хочу связать топ крючком. Я сейчас дома одна, у меня такая тишина, даже непривычно. У меня мама занимается огородничеством, и она купила машину земли. Вот возле огорода эту машину земли высыпали. И сейчас у меня муж со старшими сыновьями. У меня им уже одному 17 лет, другому вот в конце мая будет 11. Они пошли, в общем, помогать складывать землю в тачку и завозить в сам огород. И младшие тоже увязались за ними. А я тут осталась пока дома одна. Уже прибралась на кухне, почистила раковину, запустила стирку, поставила тесто на хлеб. И думаю, быстренько сейчас подключусь к вам, покажу. Смотрите, я хочу связать топ крючком вот таким вот узором. Это у меня платье, я его вязала дочке уже, наверное, 1.5 года, может 2 назад она его активно носила в садик, сейчас уже больше дома носит, потому что оно такое стало коротенькое уже, где-то уже поношено, что-то тут какое-то пятнышко поставила, надо в стирку бросить. Очень интересный узор, кстати, мастер-класс на платье есть на канале, я вам ссылочку оставлю в описании, смотрите, мне что нравится. Вот здесь как бы прямой вырез, видите, по факту-то, а смотрится он, особенно вот когда платьишко надето, или вот я руку сюда подставляю, смотрится как будто, какая-то V-образная горловинка вырезана, хотя на самом деле все просто. И я хочу вот по такому же типу, вот таким же узорчиком связать этот топ, добавить вот такие всякие тоже дырочки, ромбики. И еще хочу потом связать к топу крылышки, потому что смотрите, какой узорчик. Здесь очень удобно будет подхватываться, допустим, за ряд вот так столбиков с накидом, если будут прямые крылышки. А я еще думала, может сделать
крылышки как бы вот такие, чтобы они сюда, может, как-то заходили, тоже вырезом. Тоже видите, как удобно будет подхватывать. И посмотрю еще, знаете, какой момент, думаю, чтобы топ не был слишком тяжелым. Вот здесь вот идет веерочек из 5 столбиков с накидом. А я думаю, может сделать не 5 столбиков с накидом, а столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Почередовать, чтобы было более ажурно. Но посмотрю. Пряжа у меня от Comtex. Это мотылек. Я уже обзор на эту пряжу делала. Рассказывала и номер цвета, и стоимость. Ссылочку оставлю в описании. Покупала я ее в интернет-магазине Ажур. Мне очень понравился магазин. Там очень выгодные цены. Поэтому заходите, покупайте. Так, крючком я пока не определилась. Нужно будет связать образцы. Пряжа тоненькая. 140 метров на 50 грамм. Такая тоненькая ниточка. И я буду вязать либо 3,5, либо 4. Я люблю, когда вязаное полотно крючком такое более рыхленькое, более мягкое. Особенно все мы знаем, что при вязании из хлопка полотно получается грубоватое. Поэтому вот я посмотрю, говорю, либо возьму вот 3,5, либо 4 крючки. Попробую, свяжу образец. Ну вот здесь вот рекомендуется, конечно, 3-3,5, но я обычно всегда беру больше. Потому что я уже говорила, видимо, у меня плотность вязания крючком более такая тугая. Или, может, я просто люблю более рыхлое вязание. Ну, попробую, повяжу образцы. Потом вам расскажу, на чем я остановилась. Такое классное платьишко вообще. Вот оно прям желтое-желтое, вот как в кадре, так и есть на самом деле. Я даже подумала, жалко, что у меня вот этот мотылек только в одном цвете, потому что если бы были вот такие полоски, то было бы тоже прикольно. Особенно какие-то вот, если... Жалко, что, может, у меня белый. Попробовать вот серенький, вот такие сделать беленькие включения полосочек. Надо подумать. Ладно, сейчас я это все уберу и покажу продвижение по кофточке. Я довязала обе планки, даже сделала китлевку. Но когда начала мерить, почему-то оказалось, что я где-то ошиблась в расчетах. У меня должна получиться была как бы регланная линия 21,5 сантиметр, а получилась она только 18. Не знаю, где я что потеряла. В общем, сейчас все пойдет под распуск. Это нужно будет распустить сначала китлевку, потом обе планки и потом половину кокетки. В общем, буду перевязывать. Сейчас распущу, ну а завтра, наверное, начну перевязывать. Покажу, как я продвинулась. Ну что вы думаете? Я ведь так и не приступила ни к какому распуску, даже спицы не выдернула. Абсолютно не было у меня на это времени. Сейчас покажу, чем я занималась. Занималась я разбором схемы. Точнее, не схемы, а рисунка. Мне подписчица отправила узор. Сейчас вам вставлю фото. И попросила нарисовать схему. Я обычно оказываю такую услугу платно. То есть я беру рисунок, фотографию рисунка, отвязываю вот кусочек узора, потом фотографирую этот фрагмент и скидываю заказчику, подписчице. Если все устраивает, то дальше я уже отрисовываю схему и за денежки отправляю схему. И потом на канал выкладываю еще и видеоурок, что есть какие-то нюансы, потому что узорчик достаточно сложный, это безотрывное вязание таких вот квадратиков. У меня даже есть на канале похожий узор, только он не из квадратиков, а из кружочков. И вот подписчица, она увидела этот узор и попросила сделать доработку, чтобы были не кружочки, а вот такие вот квадратики. Ссылочку на узор с кружочками вам оставлю в описании, можете посмотреть, кто хочет. Узорчик очень классный для вязания всяких летних вещей. Я, кстати, с узором кружочки даже вязала очень классную сумку из джута. Сейчас вам поставлю видеонарезку, как я с ней прогуливалась. Мастер-класс на эту сумочку платный.
Если вам интересно приобрести мастер-класс, то пишите мне в социальные сети. Мастер-класс в формате PDF с видео-подсказками, с пошаговым фото всего процесса. Цену мастер-класса напишу в описании, чтобы была на любой период просмотра видео, чтобы цена была актуальная. Можете зайти посмотреть. И тоже приглашаю вас, если кому-то нужно помочь разобрать какую-то схему, можете смело ко мне обращаться. Я помогаю в разборе любых схем и крючком, и спицами. Поэтому сейчас у меня вот такие платные заказы, конечно, в приоритете. Из-за сложившейся ситуации, все мы знаем, какой, не буду про нее долго повторять. Доход с канала мало того, что упал просто в разы. И к тому же сейчас никакие денежные средства я вывести не могу с канала. Поэтому вот берусь за такие платные заказы в первую очередь. Так, в общем, сегодня я дорабатываю вот этот заказ. Сейчас отправлю этот образец подписчице, чтобы она посмотрела, оценила, и буду уже отрисовывать схему к этому узору. И дальше буду работать с этой кофточкой. Вот она сразу у меня какая-то пошла многострадальная. Я вообще даже, знаете, сбилась со счету, сколько раз я ее распустила и начала вязать заново. Сначала вообще же я работала просто лицевой гладью, то есть не делала никакие ажуры, но было очень некрасиво. У меня сначала вообще был даже другой фасон, без пуговиц, то есть просто я думала, как будет пуловер, или может даже рукава не буду, и будет как жилет с вырезом. Но в итоге я остановилась вот на этом варианте, он мне очень нравится. Это круглая кокетка. Мне нравится вот эта задумка с высоким манжетом и с пуговками. Будут здесь тоже много пуговок. Вот видите, маркеры отмечают пуговки. Сейчас придется все убрать, распустить, потому что я не знаю, говорю, как я так рассчитала кокетку, что у меня там с плотностью произошло. Низкая. То есть я когда закончила, примерила вот в этом состоянии кофточку, слишком близко получается вот под мышками. Мало мне свободы, в общем. Вот 3 сантиметров, я уже показывала, вам замеряла. 3 сантиметров мне не хватило. И к тому же хочу небольшие изменения внести в убавление на этой кокетке. Пришла вот идея, когда я увидела уже, готовый результат. Вот сейчас пришла идея, как можно его заменить. Поэтому буду распускать, скорее всего, завтра. Вновь отснимать это все. Те видеонарезки придется удалить, неподходящие. И буду заново снимать. Надеюсь, что... Ой, какой бы срок-то себе дать? Наверное, 2 недели. И я должна закончить. Так, ладно. Пошла я работать. Подключусь к вам завтра или послезавтра. Сегодня у нас 6 мая. На улице очень холодно. По-моему, даже нет 10 градусов. У меня заболел младший сын. Я сегодня дома. Сегодня наконец-то удалось чуть повязать. Мы еще вот таких голубков наклеили в честь 9 мая на окна с ним. Почти я ничего не вязала. Вчера был у мужа день рождения. Было совсем некогда. Сегодня немного повязала. Сейчас вам все покажу. Вот мое продвижение по кофточке. Я уже вам говорила, что распустила планку и всю кетлевку. И часть кокетки. Вот я связала кокетку. Теперь она необходимой высоты. И в первом варианте я сначала выполнила планки, а потом думала делать кетлевку поверху. А сейчас решила наоборот. Вот у меня уже все вывязано. Осталось, грубо говоря, только петельки иголочкой закрыть. Получается очень красиво. Мне нравится. Кофточка смотрится очень элегантно, женственно. Сегодня я постараюсь закрыть петли. Планку, наверное, уже вязать не начну, потому что сейчас нужно будет идти готовить ужин. Как говорила уже, младший сын приболел. Он сидит тут рядом со мной. У него была ночью температура, но сейчас уже чувствует себя лучше.
я думаю, сильно не разболеется. Тут у меня маркеры мои висят. Это я вязала росток. У меня высокий росток, что-то 4 сантиметра, а пряжа тоненькая, поэтому точек разворота очень много. И вот такая череда маркеров у меня. Это моя рукодельная сумка. Я ей пользуюсь, не устаю ей радоваться. Очень она удобна. Видите, даже вот так маркеры можно прицепить, и они никуда не деваются. Всегда тут на виду. Такими бусиками висят. Ну так, буду я закругляться. Думаю, что за выходные я довяжу эту кофточку. И, наверное, через недельку все-таки выпущу вам мастер-класс, потому что кофточка очень крутая получилась. Очень клевенькая. Я про нее рассказывала еще в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Я для подписчиков телеграм-канала выпускаю отдельные видео. На канале первое видео уже вышло. Его уже начали смотреть. Оно очень необычное, в новом для меня стиле. Конечно же, оно посвящено также вязанию. Так что подписывайтесь и смотрите. Я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока.